глаз берем белую пряжу. Крючок заменили, да, на 1,75. Очень стерто, ничего не видно. Вяжем меньшим крючком по размеру. Так. Вначале вяжем большой глазик. Набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас 6 прибавок. Одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Во втором ряду у нас получается 12 столбиков. Вяжем третий ряд. Провязываем 1 столбик, прибавка, и еще вяжем прибавку из 1 столбика и соединительного. Это вот в одну петельку провязываем 1 столбик без накида, и в эту же петельку мы провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю, затягиваем и обрезаем нить, оставив конец для пришивания нашего глазика. Вот такой как бы немножко овальной в форме яйца, да, получается глазик. Так, это у нас большой глаз, он готов. Теперь вяжем маленький. Так же само, крючком 1,75. Набираем 2 воздушные петли. Во вторую от крючка 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Можно поставить маркер. Вяжем 3 прибавки. 1 прибавка. Вторая прибавка. И третья прибавка. И так же само делаем прибавку из 1 столбика и соединительного в ту же петельку. Воздушную петельку сделали, затянули, отмерили нить для пришивания, обрезали. Ну и вот так у нас получается большой глазик и маленький. Как их расположить, как их будем пришивать, это все индивидуально, на ваше усмотрение. Кому как понравится. Так, вяжем тапочки. Снова возвращаемся к крючку номер 2, которым вязали тело.
и все остальные конечности. Берем цвет подошвы. Какого цвета у вас будет подошва, теми вяжем. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Детальку мы вяжем поворотными рядами. Кончик я сразу буду ввязывать. Поэтому в конце каждого ряда набираем 1 воздушную петлю и поворачиваем детальку. Этот кончик я ввяжу, чтобы он нам не мешался, и лишний раз не прятать концы нити. Повернули, вяжем прибавку. Прибавка. 2 столбика. 2. И в последнюю петельку провязываем прибавку. Воздушная петля подъема. Поворачиваем детальку. Вяжем третий ряд 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. Четвертый ряд вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. Вяжем 6-й ряд 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Убавка. Я просто пропускаю 1 столбик. Вот у нас столбик есть. И вяжу в следующий. Такую убавку. Снова 2 столбика. Воздушная петля подъема, поворот. 8-й ряд 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, поворот. 9-й ряд 2 столбика. 1, 2. Убавка. Так же само. Одну петельку пропускаю, вяжу в следующую. Убавка. И 1 столбик. Воздушная петля, поворот. 10-й ряд 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, поворот. 11-й ряд провязываем 1 столбик.
убавка, один столбик пропускаю, вяжу в следующий, вот такую убавочку, и один столбик. Делаем воздушную петельку, затягиваем, обрезаем, оставив длинный конец, чтобы удобно было прятать. Не для пришивания, а просто запрятать. Этот кончик, который ввязывали в начале, я его обрежу. Вот такая подошва готова. Вяжем вторую. Подошву ниточку запрятали, и пока подошву отложили в сторону, берем цвет верха тапочка. У меня это фиолетовый. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка вяжем прибавку. Прибавка. 2 столбика. 1, 2. Прибавка. Воздушная петля, поворот. Второй ряд. Прибавка. Четыре столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Воздушная петля, поворот. Третий ряд вяжем. Прибавка. 2 столбика. 1, 2. Прибавка. Еще раз прибавка. 2 прибавки будет. 2 столбика. 1, 2. И в последнюю петлю прибавка. Воздушная петля, поворот. Четвертый ряд. 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд. Также 12 столбиков. Довязываем пятый ряд, 12 столбик. Просто петельку вытащили и столбик до конца не заканчиваем. Мы крепим нить цвета подошвы. Прямо узелком так завязали. Сиреневую нить я обрезаю. Она мне не нужна больше. Так, и теперь заканчиваем столбик. Вот так. Все, закончили. Сделали воздушную петлю. Я пока вытащу петельку. И теперь вот в этот последний столбик, который, да, мы провязывали, в него я вытащу эти 2 кончика. Получается, на другую сторону, вот так. Потому что эта сторона у нас будет лицевая, и нам здесь узелки, концы нити не нужны. Сделали воздушную петлю. Теперь вяжем 12 столбиков в обратную сторону.
И я эти кончики ввяжу, чтобы они не торчали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Здесь вот конец, начало ряда, да? Я его спрятала, кончик ниточки, чтобы он не мешался. Делаю теперь воздушную петлю. Вот у нас первые здесь идут сколько, 6 столбиков, да? Но набирали мы 5 воздушных петель. Этой стороной мы прислоняем к подошве, к первому ряду, который набирали, где у нас тоже 5 воздушных петель, где мы 4 столбика провязывали. Вот так приложили ровненько, ну более-менее ровно. И вот так прокладываем по подошве и смотрим, с какого примерно места нам начать ввязывать вверх тапочка. Проложили, посмотрели, вводим крючок как бы так между последним столбиком, между 12 и 11 столбиком, да, последнего ряда верха, и вводим в подошву, в то место, откуда будем ввязывать. Ну, немножко плюс-минус, ничего страшного. И ввязываем столбиками. У меня каждый раз получается по-разному количество столбиков, поэтому сейчас посмотрим, сколько получится в этот раз. 1 столбик, вверх, подошва, 2 детальки вместе, 2 столбика, вверх, подошва, 3 столбика, вверх, подошва, 4 столбика, вверх, подошва, 5 столбиков. Это как бы получается у нас боковая часть. Теперь вот где носок идет. В эти воздушные петли, которые у нас были в начале ряда, провязываем 1 столбик и еще 1, как прибавку, чтобы немножко закруглить. Вяжем дальше. Как видите, я крючок пихаю, да, куда попало. По носочку провязываем 1 столбик, 2 столбика, и еще не хочет. Нам нужно провязать опять прибавку. Куда-нибудь так воткнуть. Вот. И провязать прибавку, чтобы опять закруглить ряд. Ну, подошва у меня прибавка, а верхняя часть у меня не прибавка получается. Вот так столбики идут. Ну ничего. Так, теперь по боковушке вяжем. 1, 2. У вас может быть больше столбиков, может меньше. Ничего страшного. Так, 3,
4. Главное, чтобы тапок не скукожился вот так. Ну, некрасиво будет смотреться. Более-менее был ровненький. 5. Ну вот, получается у меня по боковой части, по второй будет 6 столбиков. 5 и 6. Вот так. Вверх мы присоединили. И теперь здесь вот подошву обвязываем просто соединительными столбиками, чтобы немножко ее как бы выровнять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 9, 10, 11, 12 и 13 соединительный столбик. Воздушная петелька, затянули и обрезали, оставили конец, чтобы спрятать нашу ниточку. Вот такой тапок у нас получается. Кончик нити прячем не наружу, а вот здесь внутри, потому что здесь как раз у нас все приклеится и не будет видно. И точно кончики не повылазят и не будут торчать. Так, прячем кончик. Ну, вот такие тапочки у нас получаются. Левый, правый. Здесь разницы нету. Какой будет левый, какой правый. Все, они ждут своего хозяина. Так, продолжаем трудиться над нашим зайчиком. Сейчас будем пришивать глаза. Глаза будем пришивать. Ну, я, например, большой глаз, да, узкой стороной вверх, широкой вниз. Мне так больше нравится. И можно так даже вот немножко наискосок, чтобы тут прямо было. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас все узнаем. Как всегда на булавочке, чтобы ничего никуда не съехало. Так, возможно, даже я немножко его вниз опущу. Вот так. Это один и второй. Второй глаз, когда как бы примеряю, да, я выбираю у него самую ровную сторону. И этой ровной стороной присоединяю к большому глазу. Вот так. Вверх глаз не равняем. Равняем глаза по низу, чтобы внизу вот ровненько шел ряд. Ряд проходит. А тут уж как вы хотите. Хотите, можете и неровной стороной. Да, какой угодно. Крутите, вертите. Какое расположение вам больше всего понравится, так и пришиваем. Мне нравится такое расположение. Я прикреплю сразу 2. Вот так. Главное, чтобы они были более-менее по центру. А у меня не по центру.
эта сторона больше. Я немножко сейчас их сдвину. Ну вот, все, я выровняла, кажется, нормально. Ну, если есть где-то погрешность какая-то, это ничего страшного, это все затонируется и особо в глаза бросаться не будет. Так, вначале я пришью большой глазик, потом маленький. Пришиваю просто, не особо усердно, не намертво. Захватываю лишь вот ниточки, да, как бы вот так. Потому что такая деталь, но мне кажется, вряд ли ее кто-то будет тянуть и рвать. Быстрее всего уши растянут. И так же само получается, за переднюю полупетельку пришиваю. Не за обе петли, нет, только за переднюю. Ну, а вы можете пришивать, как вам нравится. Мне хватает так. Ну что, пришиваем, примерили, пришиваем большой, потом маленький. Ниточки я буду закреплять здесь. Как раз немножко здесь место утянется, вот так. Будет маленькое углубление такое, и мы туда будем клеить магнитик. Все, пришиваем. Так, я глаза пришила. Теперь буду клеить полубусинки. Чтобы их приклеить, я примерно смотрю, куда мне их клеить. Как что будет. Вот мне в вязании всегда не очень нравится вот это первое колечко. Да, из 6 столбиков, там из 7. И здесь, в этих глазах, я это колечко прячу полубусинками. Просто на это колечко буду клеить полубусинки. И уж какой взгляд получится, такой и получится. И так я всем зайчикам делала. Ну, а вы смотрите, как вы хотите, как вам больше нравится. Так и приклеиваете. Какой взгляд будет у вашего зайчика. Вот я приклеила. Вся извозюкалась. Пусть подсыхает. Что у меня очень сильно клей потек. Так бывает, на него и не жмешь, крышку открываешь, а оттуда прям лезет и лезет. Вот меня немножко и он и залил. Пришлось отключиться и чиститься. Ну, а так вроде бы не очень сильно напачкала. Сойдет. Так, магнитик пока не клеим. Мы еще будем вышивать мордашку. И туда будем ниточки крепить. Так, дадим немножко прихватиться глазам, чтобы их не повредить, не сорвать, когда будем вышивать. И приступим к вышиванию. Так, берем ниточку мулине. Ниточка мулине состоит из 6 тоненьких ниточек, да? Вот мы все эти 6 ниточек. Ну, уже не будем разглядывать. Все 6 ниточек. Ну, такой достаточно длинный кончик. Пусть лучше останется, чем будет постоянно не хватать. Со спины, да, с задней стороны вводим. И будем вышивать носик. Почему я так много ниточек взяла? Чтобы носик меньше раз туда-сюда делать стежков. Так, вот вывели ниточку. И примерно вот 1
и 2 столбика, да, и вот эти 2 столбика, это будет у нас носик. И как бы вокруг этих 2 столбиков мы и будем делать стежки. Вот так. Вышиваем носик. Один, два стежка. Три стежка. Ну, еще, наверное, 4. И 5. Сделаю 5 стежков. Вот. Я думаю, хватит 5 стежков. Теперь сюда вводим ниточку, иголочку и выводим на спинку. Туда, где у нас такой беспорядок творится. Вот так. Вывели. Закреплять пока не будем. И теперь от этих много ниточек мы отделяем одну ниточку. Вы можете не делать так, как я делаю. Можете сразу в одну нитку брать, но просто вам придется делать много стежков на носике. Потому что немножко останется у нас. Остатки будут, но их не выбрасываем, оставим. Мало ли вам еще пригодятся мулины. Так, дальше мы будем вышивать вокруг глаз. Начинаем откуда угодно. Так, я вот начну, куда попало. Туда и начну. В одну ниточку. Вышиваем глаза. По контуру. Главное, не торопимся. Некуда спешить. Так. Ну вот и один глазик вышел.
Теперь приступаем ко второму. Вышиваю я произвольно, за мной можно не повторять, вы вышивайте, как вы видите. Я, как вы заметили, то назад иголку туда-сюда пихаю. Да. Вот минусы, когда туго вяжешь. Не пробиться через вязку там, где хочется. Ни в какую. Финишный стежочек. И ниточка как раз у меня заканчивается. Так, все. Глаза вышиты. Я закреплю ниточку как-нибудь. Все равно потом мы ее заклеим, и она никуда не денется. Так. Теперь от этого хвостика с ниточками я еще отделяю одну ниточку. Вот так. Если у вас еще осталось, вы можете спокойно ей вышивать, не переводить материал. Ну и приступаем к самому веселому. Так, давайте начнем с ресничек. Реснички. Примерно на один ряд, можно на два. Это тоже все как вам нравится. Маленькие они будут, большие они будут.
но уже вырисовывается зайка, да, понемногу. Немножко вид приобретает человеческий. Вот куда мне третью ресничку вышить? Попышнее их сделать посерединке. Вот сделаю посерединке, сделаю, утопила. И сделаю ее подлиннее чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот если затягиваете вышивку иголочкой, так раз-раз поддели, разровняли. Вот такой пучочек будет ресничек на одном глазу. Ну, а какой будет на втором, сейчас узнаем. Примерно так же, да, в уголочке сделаем реснички. Наверное, я так сделаю. И опять сюда вернусь. И посерединке подлиннее сделаю. Ну, вот так. Совушка такая. Теперь вышиваем морщинки глазика. Примерно на 2 ряда вниз. Я не могу точно объяснить, как я делаю, да? Но вы смотрите примерно. Вот. Примерно 2 ряда. Почти рядышком. Сильно отступать не надо. И это одна. А вторая морщинка будет выше ее находиться. Но так же само недалеко от нее. Ну вот так примерно. Почти на одном расстоянии. Вот так. Теперь спускаемся вниз. Вот так. И вышиваем внизу. Тут уже натыкала сзади. И примерно на одном расстоянии с этой нижней мы и вторую сделаем. Ну, как-то так.
Вот так. Так, переходим к второму глазику. Вышиваем здесь. Вначале коротенькую рядышком, потом подлиннее. На небольшом расстоянии друг от друга. Вот так. Теперь спускаемся вниз. И вышиваем нижнюю морщиночку. Иголочка моя выскочила. Так, у меня ниточка уже короткая. Я пока пойду заправлю свежую ниточку. Так, ниточку вставила, заканчиваю нижнюю морщинку. Так. Ну, вот так. Так, теперь будем вышивать ротик. Так, выводим посерединке носика внизу иголочку. Вот так. И здесь уже примерно, сейчас я скажу, 1, 2, 3, ну, на 4 ряда вниз и примерно на 2 столбика в сторону, да? Вот у меня как-то так. Такую полосочку вышиваем. Обратно вниз к этой полосочке возвращаемся. И тут уже можно или вот так грустненько вот такого вышить, или такого. Непонятно, то ли веселый, то ли злючка. Ну, пусть так будет. На 2 ряда вверх и примерно на 2 столбика в сторону. Как-то так. Вот так. Ну, такого может сделать. Так, давай, кушай, кушай. Да? Мне нравится. Такого не хочу. Хотя вот можно так ротик
можно так, можно так. Вот я сделаю так, такой стрелочкой. И на один ряд сделаю повыше. Так, на один ряд повыше, на иголочку я спущу вниз. Примерно на 3 ряда. Вот так, над вот этим, над этим перекрестком, да, так скажем, вышьем подбородок. Вот так. Так, нет. Так, мне не нравится. Я еще на ряд вверх и на ряд влево сделаю. Да, пусть так будет. На один столбик наискосок. Возвращаюсь обратно. И просто на 2 столбика в сторону. Ровно. И выходим на спинку. Смотрим, что получилось. Вот такой подбородок получился. Хулиганчик какой-то. Так, теперь у нас будут бровки. Бровки, бровки. Наверное, вот так. Да, я сделаю обычные просто. Можно бровки домиком сделать. Я сделаю вот так. Вот такие будут бровки. Уже не такой хулиганчик, да? Так, сколько у меня тут? 1, 2, 3. 1, 2, 3. И выводим назад. Вот так. Все. Я ниточку закрепляю. Нам еще нужно вышить пальчики на ножке. Не забываем. Так, я ниточку новую не стала брать. Вот у меня кусочек, надеюсь, мне хватит. Вышиваем пальчики. Ну вот первый ряд, да, 1, 2, 3, 4, где-то 5 столбиков вниз, 5 рядов вниз. Да? 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. И вышиваем 3 пальчика. Но так получится, как будто их 4. Посерединке. Теперь примерно на 1-1,5 столбика в сторону. Вот так. Обмотали. Опять вводим. И так же самое на 1-1,5 в сторону. О, ну вот. Так. Что с этим можно сделать?
Я все равно ее закреплю сейчас. Ладно, вы заканчиваете, вышиваете пальчики. Так, все, пальчики вышили. У меня порвалась ниточка, но мне получилось закрепить все равно ее, спрятать. Обрезаем здесь, закрепляем, обрезаем. Клеим магнитик. Так. Я прям его приклею на все кончики ниточек. Хорошо его утоплю. Вот так. Чтобы клей прям вышел по бокам. Он его лучше зафиксирует. Опять я все извозюкалась. Ну и все. Оставляем. Пусть схватится немножко. А потом приступим к тонировке. Все, так и оставим пока. Так, у меня клей схватился, уже не липнет. Можно тонировать. Начну тонировать коричневым. Тонирую вокруг глазок, все морщинки. Также носик, под носиком. Бровки. Не забываем. Так. Полосочку. Это ротик. Подбородок. Пальчики на ногах. Тонируем.
Со всех сторон тонируем. Так, я ручку согну. Что даже не знаю. Наверное, все достаточно. Хватит. И сам теперь ротик. Ротик оранжевый. И чтобы потоньше он получился, я кисточку вот так сжимаю. Фокус, фокус. Вот так, видите? Прям сжала ее, сжала потоньше. И стараюсь потоньше затонировать. На видео оно, конечно, не особо видно, что отличается, но мне вживую заметно, что ротик у нас оранжевый. И теперь так же само тонируем ушки. Так. Ну, вот так. Ну вот. Эту ручку согнем. Будет держать плакат. Ну все. Зайка, можно сказать, готов. Осталось вручить плакат. Кто будет без плаката, так все, поздравляю с рождением зайчика. Ну а кто будет делать плакат, готовим бумагу, ручку, ножницы, зубочистку и будем изготавливать. Так, из бумаги для черчения вырезаем такой квадратик 5 сантиметров на 6. Складываем его пополам, вот где 6, чтобы было по 3 сантиметра у нас по краям ровненько, ну более-менее. Потом это все мы подровняем. Вот так. И все. У нас поле для творчества. Можно писать что угодно. Кто что надумает, тот и пишет. Так что пишем надпись, а потом немножко ее будем оформлять. Ну вот у меня будет такая надпись. Ревизия с 18:00 до 6:00. Теперь нужно сделать, ну, нужно, не нужно, можно и так оставить. Но я немножко зарисую. Не знаю, видно вам, нет? Мне неудобно так. Пониже я спустить ничего не могу. Просто как бы кривые такие подтеки сделать. Вот так. Обрисовать с одной стороны и с другой.
и закрасить их черным. Так, закрашиваем до конца. Так, закрасили все. И теперь добавим потертости такой. Берем черную пастель и слегка прикасаясь, просто чуть-чуть затираем. Вот так. Вот. Наше объявление почти готово. Так, и теперь берем клей. И примерно вот посерединке, да, у нас зубочистка. Вот так. Ее проклеиваем. И всю нашу детальку. Весь плакатик. Там надо зубочистку со всех сторон помочить. Клей убираем. Закрываем, прижимаем хорошо. Вот так, чтобы наверняка извозюкаемся. Ничего страшного. Так. Теперь я обрежу немножко края. Просто их закруглю. Вот так. Здесь подровняю. Ну вот. Дать немножко подсохнуть клею, схватиться, чтобы не липло ничего. Так, клей схватился. Берем скотч. И будем прятать
в скотч. Прям так. Все равно как запечатали. Ну вот. Тут немножко не до конца. Сейчас что-нибудь придумаем. Можно эту наклеить. Кусочек. Обрезаем лишний скотч. Ну вот наш плакатик готов. Берем зайку и вставляем ему в ручку. Между столбиками так раз и всунули. Можно проклеить, чтобы не выпадало. Я не клеила, потому что мало ли, можно поменять надпись, сделать другую. Ну все, всем спасибо, кто вязал со мной, кто дождался этот мастер-класс. Спасибо всем, кто подписывается на меня. Надеюсь, мои мастер-классы вас не очень сильно разочаровывают. Ну, а кого разочаровывают уж очень сильно, так, извините, берегите свое здоровье и не смотрите тогда мои мастер-классы. Потому что я так и делаю. Если мне что-то не нравится, я просто это не смотрю, не трогаю и стараюсь это обходить стороной. Вяжите кроликов на радость своим близким, знакомым, родственникам. Радуйте всех. Впереди у нас хорошие праздники. Да и вообще не нужен праздник, чтобы порадовать близкого человека. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Пока.